Обзор работы и интерфейса. Интерфейс модуля состоит из 4 основных вкладок на верхней панели. Редактор, планировщик, основные настройки и документация. Главным рабочим разделом является редактор, в котором происходит вся работа, связанная с обработкой товаров. В верхней части редактора расположена панель вкладок, в которой отображаются все открытые прайс-листы. Также в этой панели расположена одна постоянная вкладка с поставщиками, в которой вы можете работать с поставщиками и их прайс-листами. Тут вы можете создавать новых поставщиков, добавлять им прайс-листы, обновлять прайс-листы и открывать их в редакторе. При открытии прайс-листа в редакторе он откроется в отдельной вкладке. При наведении мыши на вкладку появится панель, в которой можно увидеть основную информацию о прайс-листе, перезагрузить прайс-лист и закрыть вкладку. В каждой вкладке прайс-листа есть своя панель инструментов для настройки и обработки данных прайс-листа. Панель инструментов состоит из 6 разделов: форматирование, разметка, значения по умолчанию, интеграция, настройки загрузки и загрузка. Все элементы в модуле имеют всплывающие подсказки, в которых описана вся ключевая информация. Также в большинстве подсказок есть кнопка для перехода в соответствующий раздел документации. Благодаря этому вы всегда сможете быстро найти информацию о любом элементе модуля, не отрываясь от процесса работы. Вы можете включить или выключить всплывающие подсказки, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля. На вкладках форматирования и разметки данных будет отображена таблица с данными, загруженными из прайс-листа. Таблица состоит из вкладок с листами таблицы. Каждая таблица состоит из заголовка, строк и колонок с данными. Для удобства работы вы можете менять ширину колонок. Ширина колонок сохраняется для каждого прайс-листа отдельно. При наведении на ячейки таблицы появится всплывающая панель, в которой в удобном виде отображается информация из ячейки. Также внизу панели есть 2 кнопки для копирования данных из ячейки и копирования ссылки на ячейку для ссылочной системы. Ссылочная система позволяет обмениваться данными между разными прайс-листами, их колонками и ячейками. Ссылки используются в форматерах и при генерации файлов. Заголовок таблицы состоит из названия колонки, фильтров для поиска и блока управления колонкой. При наведении на название столбца появится панель с инструментами, в которой вы можете скопировать название столбца, скопировать ссылку на колонку, скрыть или показать столбец. При наведении на фильтр поиска появится панель, в которой вы можете ввести текст для поиска в колонке и сортировать данные по возрастанию или убыванию. Поиск и сортировку можно применить к нескольким колонкам одновременно. На каждой вкладке листа таблицы есть панель инструментов, в которой вы можете сбросить все поисковые фильтры и управлять видимостью колонок. Блок управления колонкой состоит из кнопки, при нажатии на которую откроется панель с инструментами для настройки колонки. Для удобства вы можете изменять ширину панели настроек. В случае, когда мы находимся на вкладке форматирования данных, откроется панель для выбора и настройки форматеров для этой колонки. Форматеры позволяют изменять, дополнять, генерировать, переводить, парсить, извлекать, выполнять математические операции и многие другие операции с данными в колонке. После выбора форматера в панели появятся настройки выбранного вами форматера.
Для подробной информации вы всегда можете перейти в нужный раздел документации из всплывающей подсказки. Вы можете добавлять неограниченное количество форматеров к одной колонке. Все назначенные форматеры будут применены к данным колонки в порядке их добавления и будут обрабатывать прайс-лист при каждой загрузке. Таким образом, при изменении прайс-листа данные будут автоматически обновлены согласно настройкам форматеров. Вкладка разметки данных нужна для привязки данных из прайс-листа к полям товара в вашем магазине. Когда мы находимся на вкладке «Разметки данных», то при нажатии на блок управления колонкой откроется панель для выбора типа данных товара. Так же, как и на вкладке «Форматирование», вы можете добавить несколько полей товара к одной колонке. Подробную информацию о разметке смотрите в документации. Внизу под таблицей расположен блок предварительного просмотра товара. В процессе и после разметки вы можете нажать на любую строку в таблице, и в этом блоке отобразится товар точно в том виде, в котором он будет загружен в ваш магазин. Для удобства вы можете менять высоту блока предварительного просмотра. Высота блока будет сохранена для каждого прайс-листа отдельно. Также этот блок выступает в качестве инструмента для извлечения данных при использовании форматера парсинга сайтов. Далее переходим на вкладку «Значения по умолчанию». В большинстве случаев в прайс-листах, предоставляемых поставщиками, не хватает данных для полноценной загрузки товаров в каталог. Значения по умолчанию – это значения, которыми будут заполнены отсутствующие в прайс-листе данные, необходимые для загрузки товаров в каталог. Подробную информацию о работе значений по умолчанию смотрите в документации. Далее идет вкладка интеграции данных. В основном в прайс-листах, предоставляемых поставщиками, значения не совпадают с значениями в вашем каталоге. Такими значениями могут быть названия категорий, производителей, названия и значения характеристик, опций и тому подобное. Интеграция данных предназначена для совмещения значений из прайс-листа с значениями каталога вашего интернет-магазина. Учтите, что интеграция становится доступна только после разметки колонок в прайс-листе. Так как только после разметки из колонок прайс-листа соберутся все уникальные значения и далее сгруппируются по вкладкам, разбитым по типам данных. Подробную информацию по работе интеграции смотрите в документации. Далее идет вкладка с настройкой загрузки товаров в магазин. Настройки загрузки, в свою очередь, состоит из 4 разделов. Условия загрузки товаров, настройки генерация файлов, настройки планировщика загрузки и настроек парсинга. В условиях загрузки товаров вы можете гибко настроить условия загрузки и обновления товаров, категорий, производителей, опций и характеристик. Настроить действия с ранее загруженными товарами из этого прайс-листа перед загрузкой. Указать пути для загрузки изображений и выбрать данные, которые необходимо обновлять у ранее загруженных товаров. Как и для других разделов, подробную информацию по настройкам загрузки смотрите в документации. В случае, когда источником данных является ваш интернет-магазин, становится доступна еще одна вкладка с настройками выгрузки товаров в таблицу. В ней вы можете выбрать данные о товарах, которые необходимо загрузить из вашего каталога в редактор для дальнейшего редактирования и обновления.
Далее идет вкладка с настройками генерации файлов. В ней вы можете создать шаблоны для генерации файлов в форматах Excel, XML, CSV. Вы можете создавать прайс-листы и фиды данных практически любой структуры для ваших клиентов, торговых площадок и маркетплейсов. Затем в списке шаблонов вы можете выбрать шаблоны, по которым необходимо сгенерировать файлы при загрузке прайс-листа в магазин. Таким образом, помимо загрузки товаров в ваш интернет-магазин, будут генерироваться выбранные вами файлы. В документации подробно описаны все возможности и настройки генерации файлов во всех форматах. Далее идет вкладка настроек планировщика загрузки прайс-листа. В ней вы можете гибко настроить автоматическую загрузку прайс-листа по расписанию, после чего планировщик будет автоматически загружать прайс-листы в ваш магазин и генерировать файлы по заданному расписанию. Далее расположена вкладка настройки парсинга сайтов. Тут вы можете настроить количество потоков парсинга и задержку между запросами к сайту. Эти настройки позволяют обходить блокировки сайтов на частоту обращений и ускорить процесс парсинга. После того, как мы настроили все необходимые параметры для прайс-листа, мы можем перейти на вкладку загрузки. Тут вы можете вручную загрузить товары из прайс-листа в ваш магазин и посмотреть последний подробный отчет о загрузке. Далее перейдем на вкладку планировщика. На этой вкладке вы можете посмотреть все запланированные задачи по загрузке прайс-листов на временной шкале. При наведении мыши на каждый прайс-лист появится панель с информацией времени запуска и предположительном времени выполнения загрузки. В нижней части вы можете посмотреть историю загрузок прайс-листов, подробные отчеты и статусы по каждой загрузке. Далее перейдем на вкладку основных настроек. Тут расположены основные настройки модуля и настройки основных значений по умолчанию. В основных настройках вы можете установить ключ безопасности для загрузки, время выполнения PHP-скриптов на сервере, настроить планировщик. Ввести API-ключ Google для использования форматера перевода. Ввести API-ключ OpenAI для использования форматера генерации текста чата GPT. А также настроить разделители для множественных значений в колонках. На все эти пункты есть подробные инструкции в документации. На вкладке документации вы можете найти подробные видеоинструкции и примеры использования по каждому разделу модуля. В левой панели расположены разделы документации. Для удобства в верхней части панели есть поиск по документации. Это был основной обзор работы с модулем и интерфейсом. Все более детальные настройки и функции вы можете найти в документации.